Всем здорово, народ! Значит, меня привлек видос с названием «Скажи мне свой класс, и я скажу, кто ты». На канале Лунный Монах вышло, ссылку, естественно, на оригинальный контент оставлю в описании. Все, всем приятного просмотра, погнали! Warcraft — это не случайный выбор, это отражение вашей сути. Я попросил вас написать, кем вы работаете в жизни, и то, что я прочитал, это взрывает мозг. Реаниматологи играют на хилах, управленцы на хантах, а работники ритуальной сферы... Ну, вы узнаете. Я так понимаю, здесь будет максимальная привязка происходить именно к профессии, да, которой человек занимается, не там, к чертам личности, к характеру, а вот именно кем он по профессии. Интересно, кем работают паладины в таком случае. В общем, мои приоритеты, да, по классам. Я тут вообще узнал полгода назад, что 70% игроков в ШОШ играют максимум за один класс, и у них максимум один персонаж есть, прикиньте. У 70% игроков даже второго перса нет. Поэтому тут, конечно, да, момент интересный. Лично мое мнение, опять же, по геймплею мне максимально заходит монах, потому что супер мобильный, там тудым-сюдым, либо друид, потому что также большая мобильность, и прикольно, что можно формы свапать. Ты и кошка, и медведь, и лекарь, все, что хочешь. А если говорить чисто по стилистике, то мне, наверное, ДКшники максимально заходят, такой дачный, да, точно. Мрачный dark fantasy, you know, вот этот вот стиль, когда все такое грубое, без света, блин, нормально, тестостерон прет. Поэтому да. Ну, наверное, тогда давайте оставим монаха и ДКшника. Вот такие у меня приоритеты будут. Поехали дальше. Сегодня мы строим тир-лист психологического комфорта. Мы не смотрим на цифру урона, мы смотрим на то, как класс влияет на вашу голову. Помогает ли он вам отдыхать после трудного дня или превращает игру во вторую работу? Снимает стресс или добавляет его? Все Это, я так понимаю, к хантам отсылочка, да, небольшая? Ну, посмотрим дальше. примеры, кроме драктиров и ДХ, ваши реальные истории. Погнали. Начнем с паладинов. Статистика говорит сама за себя. Это один из самых популярных классов в игре. Около 11-12% всех игроков. Почему их так много? Потому что гиперответственность — это самая распространенная болезнь лидеров. Как вам там лидеры, паладины? Не, я, конечно, ни на что не намекаю, но, по-моему, на паладинах играют, потому что это такой достаточно понятный с точки зрения просто концепции класс, а-ля такой милишник с магией света, и он достаточно прост в освоении. То есть геймплей у паладина не то чтобы сложным назвать можно. Как будто бы это основная причина. Вот. Или это отсылка на то, что в комментариях в основном пишут, что за паладинов играют именно боссы, да, руководящие должности. Но вроде бы в начале видоса говорил, что это будут охотники. Ладно, сейчас, может быть, что-то подробнее нам расскажут. Blizzard дала им все, чтобы контролировать хаос. Это блестяще подтверждает Дуна Дуна. Он работает руководителем проектов в IT. Его цитата: «Либо благословляю, либо молотком по темечку за срыв дедлайнов». Паладин — это менеджер, который пытается удержать хаос рейда в рамках плана. Но есть и обратная сторона — эго. Торнадо 6966 пишет: «Мне важно быть на первом месте, весь экран в циферках. С ними надежно, как за каменной стеной, но иногда очень душно из-за их желания быть главным героем. Они уходят в Б-тир, искатели идеала». Ну, как по мне, сомнительно вышло по паладинам, если честно. Искатели идеала. Особенно у меня вопросы к Дуна Дуна. Я вот как бы тоже бакалавриат заканчивал по программной инженерии, но, блин, за паладинов меня играть пока что не потянуло. Но вроде бы достаточно справедливо, что он именно в Б-тир отправляется, потому что типа и выше, и ниже как-то особо не хочется его закидывать. Пойдет, там ему самое место. Середнячок такой. Погнали дальше. Ханты. Абсолютный топ-1 по популярности. Хунтеры. Почти каждый 8-й игрок в WoW — охотник, их около 12%. Ну, О это чем за это чил. говорит? О том, Это что просто за потребность чил. в комфорте и безопасности базовая для большинства людей. Хант — это класс для психологической реабилитации. Потрясающая история от миссис Мелдрин. Она была хилом, старалась для всех, но выгорела от токсичности. Ушла на охотника и пишет: «Охотник для меня как мягкие тапочки, чихала я на мету. Одно удовольствие». Не, ну здесь согласен. Я вот даже когда с Богдасом пытался поиграть в ШОШ, а он его пробовал впервые, и он сам захотел, вот почему-то, не знаю, как у него по наитию так получилось, и я ему еще рекомендовал: бери-ка охотника. У тебя питомец агрит мобов, мобы тебя не бьют, стоишь издалека, рейндж отличный, урон не то чтобы маленький, комфортик. Вот да, действительно, ханты — это просто комфортики. А Вайфдог, менеджер в жизни, выбирает ханта ради делегирования. Цитата: «Не люблю нести ответственность, с радостью поручу часть задачи питомцу». Хант — это терапия, это возможность надеть мягкие тапочки, уйти в лес и ни от кого не зависеть. Отправляются в С-тир. Одинокие волки в самом лучшем смысле. Мне понравилась фраза про мягкие тапочки, она как будто бы вот в отношении ханта действительно, знаешь, так как надо заходит, тут прям по маслу идет. Единственное, что
у меня здесь есть пометочка по поводу сурвохотников. Потому что вот мне лично геймплей сурвохотника заходит вот почти как монах, вот чуть-чуть не дотягивает. Я весь ТВВ, да, вот весь War Within играл ПВПшку за сурвохотника. Да, он был не в мете, но, блин, как же кайфово, когда у тебя есть гарпун, рывок просто на полкилометра, ты можешь отпрыгнуть и бомбу кинуть, и он опять же мобильный, и средняя дистанция, и еще и в милишке ты можешь посражаться. Это какой-то полувар, полуохотник, который и стреляет, и вроде и бомбы кидает, и питомец у него еще есть. А вот такой охотник уже как будто бы в стандартную стезю базового представления о хантах не вписывается, да? Вот пишите, пробовали ли вы сурвохотника, и куда бы вы его, соответственно, тоже расположили. Есть вот между ними разница или нету? Погнали дальше. Воин. Полная противоположность. Это класс про честность. В отличие от паладина, воин не ждет чуда, он работает руками. Ну тут просто, короче, топорно вперед, просто W зажал и вот пошел. Пошел доубить. Вот это вот про Варыча, соответственно, да. Это есть такой момент. Идеальное попадание от Видалира. Он работает сварщиком и пишет базу. Воин нравится тем, что он самодостаточен без магии. Его сила в мастерстве. Если отрезать его от магии, то навык и мускулы никуда не денутся. А Ахмед Хабиб добавляет: пал слишком душный, много света, а протовар — это сила своими силами. Это психология рабочего человека. Я полагаюсь только на свой щит и ярость. За эту надежность и сварочную крепкость твердое попадание в А-тир. Ну, с Варычем сложно не согласиться, тут действительно все достаточно просто и не значит, что это плохо. Единственное, что мне в Варычах не нравится, это как раз-таки полное отсутствие магии в мире фэнтези. В том плане, что визуально за Варыча играть достаточно скучно. Вот именно только в этом аспекте, как будто бы Варыча не очень симпатичная. Но им это и не надо. С одной стороны, концепт у них не в симпатичности. Поэтому, если чувачок любит играть за Вара в даже таком фантазийном мире, как Шош, и ему как бы от этого не скучно и вообще неплохо, а наоборот хорошо, то это как будто бы такая черта характера. Дай мне день, и я все сделаю. Примерно так, наверное. Роги. Мы привыкли думать, что это крысы, но психология тут глубже. Это потребность социальной невидимости. Меня поразил комментарий от Несик. Человек работает зубным техником. Он делает протезы, но с пациентами лично не встречается. Цитата. «Меня никто не видит, для меня это кайф. Играя Рога и без инвиза чувствую себя неполноценным. Рога — это интроверт, который хочет делать свою работу эффективно». Тут еще может решать как будто бы желание синициировать контакт, ну или что-либо вообще, в принципе, синициировать на своих условиях и в момент, когда ты сам этого хочешь. Потому что пока сам не захочешь, типа, меня нету, меня не существует. А когда захотел, то уже сам и появляешься. Ну, типа, может быть такое что-нибудь. Но чтобы его никто не трогал. В разведку с ними страшно, они прожмут ваниш и выживут. А вы, ну, тут как повезет. Поэтому С-тир. Ну, типа. Охотники на демонов. Класс, который живет на кофеине. Психотип – адреналиновая зависимость. Посмотрите на их механику. Рывок, сальто, полет, лазеры из глаз. ДХ не умеет ждать. Человек, который выбирает ДХ, хочет результат здесь и сейчас. Это те самые люди, которые скипают диалоги в играх и перебивают вас в разговоре, потому что их мысль летит быстрее вашей. В рейдах у них часто туннельное зрение, они видят только свою цель и свои криты. С ними весело, динамично, но в разведке они убегут вперед и сагрят лишний пак просто потому, что не могут стоять на месте. Хаотичные, быстрые, нетерпеливые. С-тир. Одинокие волки на спидах. Как будто бы это было больше про описание типа потничей, которым прям вот надо побольше циферок Элла, побыстрее ключ закрыть, рейтинга тоже побольше надо, еще и с котлетой сверху соответственно. Но мое отслеживание закономерности здесь, что такие типа киберкотлеты потничи играют в основном за магов каких-нибудь, но не за ДХшника. А за ДХшника играют псевдопотничи. По крайней мере в ПВП такая ситуация имеется, потому что там кнопок достаточно мало, геймплей максимально простой, но как же они любят в чат просто попиздеть. Это шок-контент. И европейцы, и не европейцы. Вот сколько солок мною было сыграно, что когда, допустим, ДХшник просто попадается в лобби, он каждому напишет, просто каждому в ЛС напишет, или в общий чат будет писать, что что-то ему не нравится. Это вот прям база. Вот ДХшники тупо база. Срущие в чат. Вот так вот назовем. Но это в ПВП как бы. А в ПВЕ контенте я особо ДХшников не встречал, потому что я в ПВЕ особо и не играл. Тут как бы ладно. Друиды. О! Тут у нас два полюса. Вот это хорошо. Эмпатия и лень. С одной стороны, Элизабет Дефес в жизни Меди. Ее девиз «Кто, если не я?». Она играет друидом, чтобы помогать всем, даже если ее не просят. С другой стороны, Тейлс Экзар. Прагматик. Он пишет: «Мне не нужен гемор. Друид для него это функционал. Инстафлай, инвиз, самохил. Это выбор людей, которые ценят свой комфорт превыше всего. Они не конфликтуют с реальностью, они подстраиваются под нее. Самая гармоничная роль, поэтому S-тир».
Ай, почти угадал. Ну, я же вот выбирал между монахом и друидом. Друида еще я для себя все-таки определил как топ-2, наверное, все-таки класс после Монкича. Но это чисто по геймплею. Вообще, когда монахов не было, я очень сильно любил и качаться за друида и так далее. Потому что прикольно, действительно, кому не нравится-то. Формы свапать, а? Кошечкой побегать там. Не? Не кайф? Полетать за птичку, и все это быстро происходит. Плюс приятно, когда все есть. И захил, и физ-урон, и маг-урон, и потанковать можно, и броня. Йоу! Такой концепт мне прям максимально заходит. Типа адаптация. Вот так вот. Чернокнижники. Здесь статистика дала сбой. Ну или же наоборот попала в точку. Внимание, Ольга Так. работает администратором в сфере ритуальных услуг. Ну, это уж просто притянуто, как бы сова на глобус, но почему бы и нет, в том числе, да, просто совпадение. Но, допустим. Она играет чернокнижницей. Тут связь с темным миром буквальная, без комментариев. Просто Ольга могла также совершенно спокойно играть и на престе каком-нибудь в специализации свет. И вот там бы действительно статистику можно было уже упрекнуть. Смотрим дальше. Без комментариев. Но есть и другой тип – компенсация. Максим Лебедев, историк, будущий учитель, пишет, что в школе строгая дисциплина, поэтому мейн – варлок, чтобы устраивать хаос и отдыхать от правил. Лог – это способ выпустить внутреннего демона, когда в жизни ты обязан быть серьезным. Б-тир. В этом есть смысл. Кресты – архетип родителя. И тут наша теория подтвердилась на 1000%. Дима, HR-менеджер, сравнивает... Я вот за всю свою игру в Шош никогда приста не любил. Вот именно только по концепту, не то, что он там слабый или сильный, вообще не важно. Вот именно по стилистике, по концепту, это менее интересно для меня, чем вар. Вот еще менее интересно. Настолько пофиг на приста. Вот вы себе не представляете. Вот чисто такой вот момент присутствует. HR-менеджер сравнивает рейд с наймом сотрудников. Ошибся в выборе – вайп. Но самый мощный пример – Роман, реальный врач-реаниматолог, мейнит ДЦ приста. Цитата: «И урон нанести, и похилить». Ну это как с Ольгой, да. Человек балансирует на грани жизни и смерти и на работе, и в рейде. Или Ауменда, которая называет себя ходячей аптечкой и в жизни. Если вы лечите нас в жизни, а потом приходите домой и лечите в игре, вы святые люди. Не, ну на самом деле почему бы и нет. Как будто бы в плане престов такая закономерность действительно имеет право на жизнь, да. Или адепты тотального контроля, А-тир. Рыцари смерти, мрачные, но бесконечно верные. По Мидори стилистике. Майдзуки Анхоли ДК выдал настоящую клятву. Я его правая рука. Когда мой лидер падает, я не отступаю. Моя рука выхватывает его из лап смерти. Мне больше фросты нравятся. Вот фрост ДКшник и стиль это почти равно можно ставить. Лед, тотальная заморозка, все такое тяжелое, мрачное, я не знаю. Просто супер секс. А Александр Герц – шеф-повар. Он делегирует задачи поварам, как ДК управляет вурдалаками. Это класс для тех, кто готов быть щитом и лидером, даже когда все горит. Добро пожаловать в А-тир. Это типа чисто по анхолику, да, вот такую привязку сделали, что а-ля руководишь пэтом, руководишь жизнью, ты шеф-повар. Ну не знаю, а куда делся Владыч, куда делся Фрост? Опять же. Да и как будто бы концепт ДКшника не в том, чтобы руководить, а в том, чтобы просто ебашить как вар, но уже с магией. Чтобы, типа, еще сильнее быть. Ну и плюс ты бессмертный, типа такой. Dead inside, ты умер внутри. Тебя сначала поставили на колени, ты с колен поднялся, и потом уже разъебал всех, кто вокруг находится. Вот что такое Фрост ДКшник. Его надо либо в S-тир, либо на самую верхушку А-тира ставить, как будто бы вот так. Маги, интеллектуалы и эстеты. Верим. Верим. Я знаю одного мага. Кирилл учится на архитектора и играет магом ради эстетики созидания. Дыня – графический дизайнер. Ей нравится способность создавать Дыня. что-то из ничего. Не, ну дыня это что-то на эстетском, тут я согласен. Маги – это перфекционисты. Они любят красивые цифры и идеальное исполнение. Но они слишком умны, чтобы умирать за компанию, поэтому прожимают глыбу, и у них все в порядке. Б-тир. Что-то немножко описание не стакается с расстановкой в тир-листе, как будто бы. Вроде изначально все хорошо про магов шло, а потом он почему-то оказывается в Б-тире. Ну, тут опять же, повторюсь, у меня лично магия ассоциируется именно с киберспортиками. И причем не на по факту выдаваемом каком-то там геймплее за мага вот именно, а по майндсету, что вот ему хочется, по крайней мере, в киберспорте оказаться. Вот так вот. Вот и думай, про кого это я сейчас говорю. Let's go. Шаманы – духовные наставники. Очень тонкое наблюдение от Игоря Бугаевского.
Шаманы это, кстати, тоже очень неплохо и по стилистике, там по визуалу, который они выдают. Но вот что ты как-то про них быстро забываешь. Вот он то есть, а потом хоп, и все, ты про шамана уже не вспомнил. Он редактор и видит связь так. Слово может лечить и ранить, как и стихии. Шаман не просто бьет молнии, он управляет потоками. Ведь их инструментарий, тотемы, героизм создан для поддержки других. Люди, играющие на шаманах, часто лишены эгоизма. Однозначно S-тир. Ну, допустим. Опять же, как-то про шамана было мало сказано, но он попал в S-тир. Как будто бы я бы его опустил, опять же, чуть пониже. Вот что-то ему не хватает, этому самому шаману. Вот как раз-таки какого-то эго, флекса. Поэтому до А-тира я бы их опустил. Наконец, монахи. Мой класс. Наш И выбор. Цифры безжалостны. Нас всего около 5%. Мы стабильно в тройке самых редких классов. Почему? Уникальность. Потому что философия пошатывания — принимать боль, а не блокировать ее. Это путь не для всех. Большинство людей, те самые 11% паладинов, хотят избежать урона. Монах же учится с ним жить. Пушок написал: монах — Мы это терпим. грань между войной и спокойствием души. Философия пошатывания — это умение принимать боль, но растягивать ее во времени, чтобы не сломаться. Мы не блокируем проблемы, мы учимся с ними жить. Надо прочувствовать ее по максимуму, прям пережить, прям взрастить эту боль, а потом съесть ее на завтрак. Растягивать не надо. Философия пошатывания. Ну, допустим. Пойдет. Пока мне нравится. Пока идем дальше. Нас мало, потому что этот путь требует дзена. S-тир. Хранитель. S-тир. В принципе, если вот опять же говорю, шамана опустить на самую верхушку А-тира, приста убрать на самую верхушку Б-тира, а вот, допустим, ДКшника либо в S-тир поднять, либо под шамана опустить на Дварычем, будет прям конфетка. Ну и Монка поменять местами с друидом, хотя они там где-то вот очень близко, как по мне, находятся. Ладно. Там что, кто-то еще остался, не? Тут еще И, есть. наконец, драктиры. Статистика не врет, что это самый непопулярный класс. Всего 3-4% игроков выбирают драктира. Кому-то на них это не- выбор нонконформиста. Почему Оу. их так мало? Во-первых, эстетика. Быть драконом — это на любителя. Может, они появились относительно недавно и не самые свежие? Ну и плюс геймплей у них тоже специфический, там больше как будто бы про то, что забафать тимку как-то. Ну, я даже особо разбираться, если честно, не стал. Так что драктир — это как минимум самый неизученный класс прямо сейчас в комьюнити. Я думаю, это немало влияющая на это причина. Про них тупо мало кто вообще знает и мало кто хочет пробовать, если честно. Во-вторых, механика, особенно спек ауга или насыщателя. Это психотип серого кардинала. Вы не наносите урон сами, вы делаете других сильнее. Человек, играющий на эвокере, не ищет славы в ДПС-метре. Он ищет ощущения собственной уникальности и элитарности. Он готов терпеть странный внешний вид ради того, чтобы быть не как все. Они А если бы сделали нормальных драконов, которые были бы такие накачанные, здоровые, никто бы внешний вид не терпел. Это первый момент. Второе. Ну, блин, играть за класс в шош, который не сам урон наносит, а бафает других, что-то странное просто немножко. Не? Как будто бы концепт игрульки немного в другом. Они в D-тир не потому что плохие, а потому что они непознанные. Мы до сих пор не Непознанные. знаем, чего от них ждать, спасения или странностей. Доу. А вот такой он тир-лист душевного равновесия. Так, сейчас камеру уберу. Бам! Но говорю, почти, в принципе, нормально. Почти. Свои уже комментарии по данному поводу выдал. Но драктирычи действительно в D-тире пока остаются. Это факт. Не, в принципе, все понятно. В принципе, этот видос прикольный, интересный, как минимум, на уровне идеи. То, что вот идея такая, привязать класс к твоей там профессии, это, да, это хорошо. Опять же, ссылку на основной видос оставляю в комментариях, а вы, народ, пишите ваше мнение, что вы думаете по данному поводу. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там все анонсы о стримах, дополнительный контент. Кстати, да, стримчики тоже провожу, поэтому на твичугу тоже перелетайте и подписывайтесь. Все, всем удачи, всем прогрессив, ПВП в ПВЕ, всем на сегодня. Пока.